Вы слушаете Russian Flow, подкаст для тех, кто учит русский язык. Всем привет! Это новый выпуск подкаста Russian Flow, и у микрофона снова Лёша. Сегодня мы затронем тему, которая, скорее всего, приходила в голову каждому из вас. Мы будем разбирать один очень популярный и спорный миф. Правда ли, что русский язык самый сложный язык в мире? Сразу скажу, если вы ждете от меня простого ответа «да» или «нет», его не будет. Но я постараюсь разобрать все по полочкам, чтобы вы сами для себя ответили на этот сложный вопрос. Дальше в выпуске мы с вами поговорим о том, откуда растут ноги у этого мифа, что на самом деле делает язык сложным и почему, возможно, русский язык один из самых простых и логичных языков в мире. Готовы? Тогда приступаем. Для начала давайте определимся, что сложность языка – понятие очень относительное. Что это значит? Это значит, что язык, который мы хотим выучить, это не Формула-1 или лыжные гонки. То есть это не спортивное соревнование, где можно взять секундомер и замерить, кто быстрее, выше или сильнее. Для кого-то сложно одно, для кого-то другое. И часто то, что мы называем сложным, на самом деле является для нас просто непривычным. Давайте представим, что вы из Японии и всю жизнь ели суши палочками. Вдруг вам понадобилось эмигрировать в Россию. Вы приходите в кафе, заказываете голубцы, вам дают тарелку голубцов и просят есть вилкой. А вы до этого ее ни разу в руках не держали. Понятно, что ваши руки не слушаются, вилка кажется неудобной, и вы уходите из кафе злым и голодным. Но является ли вилка в таком случае самым сложным прибором, самым трудным приспособлением для еды? Ну, конечно, нет. Просто ваш мозг, ваше тело и ваши движения с привычками еще не адаптировались к новому. Примерно то же самое происходит и с языком. Ну ладно, философию давайте оставим на следующие эпизоды. А сейчас разберем по косточкам те пункты, из-за которых русский язык получил свою репутацию как самого сложного языка в мире. Пожалуй, самое важное и главное отличие русского языка от других – это наш алфавит, знаменитая кириллица. Я предполагаю, что для многих иностранцев это первый и зачастую самый сложный барьер. И да, если вы привыкли к латинице, мозгу нужно время, чтобы перестроиться. Если вы всю жизнь читали и писали, используя другой алфавит, ну, конечно, вам будет очень трудно привыкнуть к кириллице. Для вас это вот та самая вилка из примера, который я приводил ранее. Но, по моему скромному мнению, выучить русский алфавит и научиться произносить звуки можно за несколько недель. Тут главная практика, как, в принципе, и в любом деле. Тем более преимущество кириллицы в том, что она очень логичная и понятная. User-friendly, как говорится. Потому что буквы русского алфавита соответствуют тому, как произносятся звуки. То есть, простыми словами, то, что мы видим, то и слышим. В отличие, кстати, от того же французского, где половина букв в слове попросту не произносится. Так что первый факт в пользу сложности русского языка
отправляется в корзину. Идем дальше. Падежи. По сути, падежи — это короли всех страшилок про русский язык. Родительный, дательный, творительный и так далее. А хотите, расскажу страшный секрет. Остановите на улице 100 человек, и дай бог, если 2-3 человека знают что-то про падежи и смогут перечислить все. При этом носители говорят без ошибок и используют их правильно. Да, для иностранцев это сложная система, к которой нужно привыкать, но для нас, носителей, это еще одно грамматическое правило, грамматический конструкт, о котором мы вспоминаем только на уроках русского языка в детстве. При этом без падежей в русском языке наступил бы настоящий хаос. Без них, к сожалению, не обойтись. Сложно ли их выучить и научиться правильно использовать? Поначалу да, трудновато. Но со временем вы адаптируетесь и начинаете их чувствовать. Как и что сказать. А вот уже на финальной стадии изучения языка вы просто о них не задумываетесь. Они превращаются во что-то само собой разумеющееся. Что еще из страшного и трудного? Глаголы движения. Идти, ходить, ехать, ездить. Мрак, правда? Но для носителя, вроде меня, их использование вполне очевидно, а вот для ученика настоящая головная боль. Плюс наши приставки. Зайти, перейти, выйти, сойти, подойти. Один корень, а значений десятки, если не сотни. И это, пожалуй, один из самых объективно сложных аспектов в русском языке. Но и здесь есть своя система. Останавливаться подробно мы на ней не будем. Это не тема сегодняшнего выпуска. Скажу лишь только, что и ее тоже можно освоить. Так что же, миф подтверждается? Русский язык действительно абсолютный чемпион мира по сложности? А вот здесь мы подходим к самому интересному. У русского есть и большие плюсы, которые облегчают жизнь. О них мы и поговорим в следующей части. И начнем мы с того, что в русском языке всего 3 времени. Прошедшее, настоящее и будущее. В нем нет этой каши из времен, как в романских языках по типу испанского или французского. Нет никаких вторых и третьих форм глаголов, как в английском. Есть только 3 времени и точка. В этом смысле русский язык гораздо логичнее и проще других языков. Потому что не надо тратить много времени на освоение кучи времен или форм глаголов, которые нужно использовать в том или ином времени. Во-вторых, у нас относительно свободный порядок слов. Если хочешь сделать акцент на объекте, то вынеси его в начало. Маша мыла раму. Если хочешь подчеркнуть действие, то просто поставь глагол в конец. Раму Маша мыла. В этом плане русский язык очень пластичный и позволяет нам использовать слова в любом порядке. И смысл от этого особо не меняется. Не имеет значения, куда и какое слово вы поставили. Смысл остается примерно тем же. Как по мне, довольно удобно. Что еще из плюсов? В русском языке довольно логично образуются слова. Что я имею в виду? Зная корень и стандартные приставки или суффиксы, можно догадаться о значении огромного количества новых слов. Например, подоконник, самолет, выход.
Поэтому, если вы в детстве любили собирать конструктор Лего, то вам обязательно понравится учить русский, потому что смысл примерно тот же. Из частей мы собираем целое, и нам становится всем приятно и хорошо. Аж самому захотелось стереть себе память и начать русский язык с нуля. Шутка. Я все это к тому, что русский язык довольно интересный, поэтому если вам нравится решать необычные загадки, то вы определенно в нужном месте. Так что, вы по-прежнему считаете, что русский язык самый сложный? Лично я думаю, что нет языка самого сложного в мире. Просто есть язык, который будет сложным лично для вас. И это во многом зависит от вашего родного языка. То есть, если вы живете в Китае или Марокко, то, конечно, вам будет невероятно сложно с нашей грамматикой. А вот поляк или чех схватят ее на лету, потому что у них похожая система. Или, например, испанцу будет легко справиться с нашим произношением, потому что многие звуки похожи, а вот англичанину, наоборот, будет невероятно трудно учиться русскому произношению. И тут главный вопрос не сложный ли русский, а зачем он именно вам? Если ваша цель – это читать Толстого или Чехова в оригинале, то туда придется попотеть и погрузиться в язык очень глубоко. Ну, а если ваша цель просто общаться с друзьями или путешествовать, то вам не нужно идеальное владение всеми падежами. Вам нужен всего лишь понятный и живой язык. Мы вас поймем и с ошибками, потому что язык – это в первую очередь про связь между людьми, а не про высокую оценку на экзамене. Поэтому мой совет, как всегда, просто пытайтесь кайфовать от того, что вы делаете. Не надо зазубривать тысячи глаголов движения, не надо ругать себя за ошибки в падежах. Радуйтесь маленьким победам. Впервые правильно просклоняли слово «крутяк». Наконец-то уловили различие между «ша» и «ща». Красавцы. Поняли шутку в сериале «Просто бомба». Так что продолжайте в том же духе. Так держать. И в конце у меня вопрос. Что вы думаете обо всем, что я сейчас наговорил? Русский язык действительно самый сложный в мире? Пишите об этом в комментариях, мы обсудим. Ну, а я, как всегда, для самых стойких приготовил бонус, где мы разберем несколько полезных выражений из этого выпуска. Первое выражение, с которого мы начнем, это разобрать по косточкам. Разобрать по косточкам значит детально и тщательно проанализировать что-то. Сегодня мы с вами разобрали по косточкам миф о сложности русского языка. То есть очень тщательно этот миф разобрали, обсудили и сделали выводы. Примерно тем же способом мы можем разобрать по косточкам какую-нибудь книгу или фильм, если обсудим каждую реплику фильма, ну или каждую строчку книги. Переходим к следующему выражению. Откуда растут ноги? Оно довольно забавное выражение, и обычно мы его используем, когда хотим выяснить первоначальную причину какой-нибудь ситуации или проблемы. Допустим, что ваш компьютер по какой-то причине стал плохо работать, и вы не можете понять, почему. Для того, чтобы понять, откуда растут ноги у этой проблемы, то есть в чем причина такой плохой работы, вы обращаетесь в ремонт. Поэтому выражение «узнать, откуда растут ноги» — это значит узнать, в чем, так сказать,
корень проблемы. Еще одно классное и интересное выражение «схватить на лету». Обычно мы используем его, когда хотим сказать, что человек очень быстро понимает или учится очень быстро чему-то новому. Например, если я вам объясняю какое-нибудь слово, и вы быстро понимаете, о чем идет речь, то это значит, что вы схватываете на лету. Дальше переходим к выражению, которое встречается очень часто в русской речи. И дай бог. Оно означает, что вы очень сильно хотите, чтобы ваше желание сбылось. Допустим, вы мечтаете о повышении на работе и говорите своему другу: «Я работал в этом году очень хорошо, и дай бог меня повысят». То есть вы очень сильно хотите, чтобы вас повысили, и надеетесь, что так и произойдет. Ну и последнее выражение «ловить кайф». Ловить кайф – это получать большое удовольствие от процесса. То есть настолько наслаждаться чем-то, что это несравнимо ни с чем. Например, я ловлю кайф от того, что делаю этот эпизод для вас. Только будьте аккуратнее с этим выражением. Оно не для официальных разговоров или уроков в школе. Лучше использовать его с друзьями или в неформальной обстановке. Поэтому продолжайте ловить кайф от изучения русского языка, а у меня на этом все. Скоро увидимся. Всем пока!